Добрый день! Это видео посвящено современной культуре Индии, точнее, одному из аспектов культуры – семейным традициям. В наших современных представлениях развод стал делом обыденным. Так бывает. Поженились, не сошлись характерами, разбежались. Но знаете ли вы, что даже в современном мире есть страны, где расторжение семейных уз – это исключение, а не правило? Вот, к примеру, Индия с ее древними традициями. Когда попадаешь в обычную индийскую семью, то обращаешь внимание на особые взаимоотношения. Это проявляется не только в словах и действиях, но и во взглядах, жестах. О чем бы они ни говорили, куда бы ни шли, их сопровождает взаимное уважение и даже благоговение. Как так получается? Где они берут этот дар – семейное счастье? Все начинается с родителей. Традиционно именно они подбирают пару своему ребенку. Сейчас этот процесс заметно упростился. Садимся за компьютер, забираемся во всемирную паутину, находим нужный сайт, забиваем данные будущего жениха или невесты и вуаля! Трудолюбивый паучок предложит вам несколько подходящих вариантов. Главное, не забыть указать касту. И не важно, что закон их уже лет 50 как уравнял, ведь речь идет о счастье молодых. Один знакомый индус, по рождению кшатрий, одна из высших каст, рассказывал, что после принятия Конституции 1950 года, в которой было признано равноправие каст, государство выделило деньги на обучение представителей из низов. Дело в том, что согласно древней религиозной традиции им нельзя учиться, но реформа должна была все изменить. Однако спустя лет 30-40 страна пришла к неутешительным результатам. Пользы от обучения низшего класса практически не было. Да к тому же общий уровень образования упал. Сделав выводы, правительство вновь переключило внимание на высшие касты. Добавлю, что слово «каста», которое чаще всего употребляется, говоря об индийском сословном делении, неверно. Правильно будет сказать «варна». Их 4 – брахманы, священники, кшатрии, воины, вайшью, торговцы, шудра, крестьяне и ремесленники. Варны делятся на джати, которых при последнем подсчете в 1930 году было 3000. А еще есть неприкасаемые. Они не входят в варны, но у них есть свои джати. Точнее, были. Теперь запрещена дискриминация по признаку неприкасаемости, а государственные органы не имеют права интересоваться кастой. Но вы же понимаете, что всегда есть человеческий фактор. В связи с этим добавлю еще один любопытный факт. В древности индийцы, как и другие народы, умели распознавать человека по одежде. Откуда, какой касты. Но европейцы принесли с собой свою одежду, которая в современном мире стала одинаковой для всех. Однако у жителей Индии осталась возможность идентификации. Узнав имя человека, они могут сказать о нем очень многое. Но вернемся к созданию счастливой индийской семьи. Получив с помощью интернета данные, нужно поспешить к мастеру гороскопов, чтобы он определил идеального кандидата. А когда жених выбран, родители невесты начинают хлопоты. Ведь именно их обязанность не только организовать шумную многолюдную свадьбу, но и собрать достойное приданное. Оно, кстати, тоже запрещено законом, но вы же понимаете. Это потом муж будет заботиться о благополучии жены и детей. А пока стартовый капитал для новой семьи формируют родители невесты. О, бесконечно красивая индийская свадьба! Она достойна отдельного описания. Кстати, и невеста, и жених до свадьбы ни-ни, ну вы поняли, о чем я. Пройдя все положенные обряды, молодые становятся мужем и женой, а девушка меняет семью и входит полноправным членом в дом мужа. С этого момента она будет готовить то, что он любит, одевать то, что ему нравится, делать так, как он одобрит, а еще умирать тогда, когда муж отправится на тот свет. Нет-нет, вы не ошиблись. В глубинке до сегодняшних дней сохранился обычай, согласно которому супруга должна добровольно взойти на погребальный костер мужа, а иначе она становится изгоем. Эту традицию отменили еще британцы, но вы же все понимаете. В древности женщина могла это избежать только если у нее есть несовершеннолетние дети. Но не подумайте, что только у жены есть резон благоговеть перед супругом. Муж ценит и бережет свою вторую половинку не меньше, ведь большинству мужчин в Индии не достается женщины. Причина в том, что не каждая семья в состоянии накопить на приданное дочери, поэтому, когда родители узнают, что у них будет девочка, делают аборт. За раскрытие такой информации гинеколога могут посадить, но вы же снова все понимаете.
Так что, дорогие девушки, теперь вы знаете, где искать свободных и не пьющих мужчин. Поскольку даже в эту страну пробираются современные веяния, то случаются браки и по любви, а значит без участия родителей, без приданного. Итак, в чем же секрет счастливой индийской семьи? Во-первых, супруги вступают в равный брак. Во-вторых, придерживаются традиции, которые не 1000 лет. И в-третьих, они настроены прожить вместе всю жизнь. Это особенность воспитания как мальчиков, так и девочек. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Спасибо вам за внимание.